Похищение президента, захват главы государства – главная цель спецназа. Зеленский обратился к Лукашенко. Заявление с Банковой о втягивании Беларуси в войну, подготовка дорог и артиллерийских позиций. Что происходит и почему Минск объявил о призыве резервистов. Арест военных в Украине и Польше, громкие задержания, за что отправляют представителей ВСУ и ТРО за решетку. Война до 2030 года. Покупка времени для Европы ценой жизни украинцев. Громкий скандал из-за заявления представителей Европы. Реакция украинского парламента. Путин вновь предлагает помощь, несмотря на отвержение со стороны США. Заявление Кремля. Большая сделка на миллиарды долларов. Иран и США начали совместную операцию. Мобилизация пенсионеров. На фронт хотят отправить отдыхающих силовиков. Ультимативный приказ остановить удары. Экстренное решение правительства РФ и санкции против российских священников. А также серия убийств и похищений. США теряют специалистов. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку, и я начинаю. В Украине могут мобилизовать пенсионеров, чтобы не трогать молодых. Чтобы не снижать возрастной порог призыва, сейчас это 25 лет, можно привлечь в ВСУ военных пенсионеров, которые по возрасту еще обязаны защищать государство. Об этом заявил нардеп Остапенко, сообщает Интерфакс Украина. Также, по его словам, целесообразно мобилизовать и сотрудников силовых ведомств, пограничников, полицейских в запасе. Эти люди ранее проходили службу и вышли на пенсию, говорит Остапенко, однако по неясным причинам они не задействованы в защите Украины. Для мобилизации этой категории украинцев Минобороны уже готовят соответствующие предложения, заявил депутат. Также Остапенко сказал, что война в Украине надолго, а Кремль может резко увеличить свой мобилизационный ресурс. Поэтому внутренние резервы военных пенсионеров могут стать хорошим подспорьем, а совсем молодых украинцев пока что отправлять на фронт не собираются. Я считаю, что у нас еще есть мобилизационные ресурсы для того, чтобы этого не делать. У нас много военнослужащих, которые числятся в запасе, которые отслужили определенный срок и вышли на пенсию, но почему-то не привлечены к защите Родины. У нас много силовых структур, которые мы должны, согласно Конституции, привлекать к вооруженному отпору агрессии против нашего государства. Украинцы своими жизнями покупают время для Европы, в частности для того, чтобы ЕС мог вооружиться перед возможной большой войной с Россией. Такой посыл начальника бельгийского генштаба вызвал необыкновенный резонанс. Фредерик Вансина заявил, что война в Украине остается ключевым фактором безопасности Европы и разворачивается всего в нескольких часах лета от ее границ. По его оценке, на фронте сосредоточено до 700 тысяч российских военных, а экономика России функционирует в режиме постоянного военного производства. В интервью он подчеркивает, что после окончания войны в Украине Россия сохранит мощную армию и агрессивные намерения. Ключевым ориентиром он назвал период до 2030 года, когда Европа должна быть готова самостоятельно сдерживать возможную угрозу даже без участия США. Цитирую. 2030 год станет сложным периодом для Европы. К тому времени, надеюсь, война в Украине закончится. Россия будет иметь 650-700 тысяч закаленных солдат. К 2030 году мы должны быть в состоянии сказать Владимиру Путину, что даже без США он не выиграет войну против Европы. У нас есть несколько лет, благодаря мужеству и крови украинцев, которые покупают нам это время. Именно поэтому мы их так поддерживаем. На это заявление уже отреагировали в Верховной Раде. Говорят, порой хочется отказаться от дипломатического языка, когда подобные планировщики НАТО высказывают свое мнение. В Киеве уверяют, что Украина стремится к скорейшему миру. Для этого необходима международная поддержка, а быть жертвой на алтаре построения нового мирового порядка украинцы не собираются. Это была цитата. Всем этим планировщикам нужно понять главное. Украина и украинские граждане не ресурс, не инструмент для решения чьих-то геополитических задач. Тем более не живой щит, которым можно на какое-то время прикрываться от агрессора. Мы народ, который чрезвычайными ежедневными жертвами отвоевывает свою независимость, достоинство, право выбирать собственное будущее. В то же время Украина вновь говорит о встрече с Путиным. Зеленский и Путин могли бы встретиться в Турции. Киев ожидает, что Анкара сможет организовать эти переговоры. Мы готовы провести эту встречу также в Турции. Я имею в виду встречу между Зеленским, Путиным, господином Эрдоганом и, возможно, Трампом. Мы передали это сообщение нашим турецким друзьям во время недавнего визита моего президента.
Силовой захват президента, арест Лукашенко с помощью спецназа. Он может быть похищен. Зеленский призвал Минск не становиться полноценным участником войны против Украины, иначе будут последствия. Заявление прозвучало накануне вечером. На Банковой после заседания с главкомом ВСУ Сырским заявили о том, что наблюдаются попытки российского контингента провести перегруппировку сил. В связи с этим становится более очевидно, для чего на территории Беларуси повысили активность вооруженных сил, пишет Зеленский. Украинская разведка заявляет, что в приграничье Беларуси происходит строительство дорог в направлении территории Украины и обустройство артиллерийских позиций. Именно поэтому Зеленский говорит, что Путин вновь пытается втянуть Лукашенко в войну. Дальше звучит предупреждение: не лезть в эту войну и обратить внимание на то, что произошло со старым другом Лукашенко – Мадуро, то есть намек на захват и похищение. При этом открыто о силовой спецоперации спецназа Зеленский не пишет, но уверяет, что его сообщение уже скоро дойдет до Лукашенко. Послушайте. Поручил по соответствующим каналам предупредить фактическое руководство Беларуси относительно готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны удерживать руководство Беларуси от ошибок. Обсудили с главнокомандующим также и наши дальнейшие дальнобойные операции. Слава Украине! В то же время Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. В документе говорится, что в 2026 году Минск собирается призвать ВС и органы пограничной службы белорусских мужчин в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу в резерве вооруженных сил и не имеющих права на отсрочку от призыва. Белорусские медиа пишут, что масштабы призыва из запаса, который подписал Лукашенко, не были обозначены. В пресс-службе Лукашенко заявили следующее. Реализация указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва. Российские военные и священники попали в черный список. Киев ввел санкции в отношении более 100 командиров армии РФ, причастных к ракетным ударам по Украине. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента. В черном списке командиры дальней авиации ВКС, командиры флота, запускавшие калибры, а также руководители ракетно-артиллерийских подразделений, бивших по Украине «Искандерами» и крылатыми ракетами. Одновременно санкции введены против 9 представителей Русской Православной Церкви и связанных с ней структур. На сайте Зеленского говорится, что речь идет о священниках, которые публично призывали уничтожать украинцев и открыто поддерживали агрессию России и использовали религию для оправдания войны. Арест военных в Украине и в союзной Польше. Громкие задержания по абсолютно разным, но уголовным делам. В Украине задержан замкомандира 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетьмана Ивана Выговского. Речь идет о полковнике, подозреваемом в коррупции. По данным следствия, он требовал $4000 за перевод военнослужащего в свою часть. Во время получения второй части взятки, $2000, его задержали с поличным. Суд избрал меру пресечения – арест с возможностью залогов почти в 1 000 000 гривен. Дело квалифицируют как получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений с вымогательством. Командование бригады заявило, что полностью поддерживает расследование, но напоминает о презумпции невиновности. По данным источников «Украинской правды», речь идет о Максиме Бобровском и деле о вероятном вымогательстве взятки за перевод из одной воинской части в другую. Правоохранительные органы пока не комментируют это задержание. В командовании сухопутных войск ответили УП, что не могут разглашать данные следствия, но заверили, что способствуют расследованию и посоветовали дождаться решения суда. В то же время в Польше проведена спецоперация по задержанию военного представителя войск территориальной обороны. Его обвиняют в работе на российскую разведку. Операцию провели сотрудники Агентства внутренней безопасности. По версии следствия, он мог действовать в интересах России еще до официального вступления в войска ТРО. При этом солдат открыто демонстрировал пророссийские и антиукраинские взгляды, в том числе на митингах и в соцсетях. В то же время суд пока отказался отправлять его под арест, посчитав доказательства недостаточными для подтверждения полноценного шпионажа. Ему назначен полицейский надзор, запрет на выезд и изъят паспорт. Прокуратура не согласна с этим решением и подала апелляцию.
Готовы платить много, миллиарды и все за обогащенный уран. США и Иран на грани большой сделки, об этом пишет Axios. Вашингтон готов разморозить огромные деньги, если Тегеран откажется от своих запасов обогащенного урана. Речь идет о почти 2 тоннах ключевом ресурсе для создания ядерного оружия. Ирану нужны деньги и снятие санкций, но он не спешит полностью сдавать свои позиции, говорится в материале. По словам 2 источников, на более раннем этапе переговоров США были готовы разблокировать $6 миллиардов для Ирана на закупку продовольствия, лекарств и других гуманитарных товаров. Иранцы потребовали $27 миллиардов. Последняя обсуждаемая цифра между США и Ираном – $20 миллиардов, заявили источники. Один американский чиновник сказал, что это было предложение США. Другой американский чиновник описал концепцию «деньги за уран» как одну из многих обсуждаемых идей. Трамп уже отреагировал на эту публикацию и говорит: Иран все отдаст бесплатно. США получат ядерную пыль, намекая на то, что прежде многое было уничтожено бомбардировками. Ну и, конечно же, Трамп сделал ряд других громких заявлений. Как вы знаете, со вчерашнего дня Иран разблокировал Ормузский пролив. Суда пошли, но всего лишь на 10 дней, пока длится режим прекращения огня между Ливаном и Израилем. США отдали приказ прекратить бомбардировки, причем в ультимативной форме и Нетаньяху, цитирую: «Эта сделка никоим образом не связана с Ливаном, однако Соединенные Штаты отдельно будут работать с Ливаном и решать ситуацию с Хезболлой надлежащим образом. Израиль больше не будет бомбить Ливан. Ему запрещено делать это Соединенными Штатами Америки. Хватит уже. Спасибо». Сам Нетаньяху заявляет, что операция против Хезболлы в Ливане не завершена и до ее финала еще очень далеко, однако пока страна пошла на условия и готова выполнить требования Вашингтона. По просьбе моего друга, президента Трампа, с которым мы вместе изменили облик Ближнего Востока и добились огромных успехов, мы согласились на временное прекращение огня в Ливане. По его просьбе мы дали шанс продвинуть комбинированное политико-военное решение с правительством Ливана. И напомню вам, впервые за 43 года представители государства Израиль напрямую разговаривают с представителями Ливана. Трамп же уверяет, что американская блокада судов, которые следуют в порты Ирана и из них вдоль побережья страны по утвержденному Ираном маршруту, продолжается. По его словам, блокада будет действовать, пока сделка с Ираном не будет завершена на 100%. Кроме того, Трамп заявил о совместной операции с Ираном с помощью Штатов. Тегеран убирает все морские мины в Ормузском проливе. Параллельно с этим Москва вновь подает сигнал США. Несмотря на прежнее отвержение предложения Путина, Россия готова все же принять обогащенный уран Ирана. Песков вновь заявил, что США ранее отказали Путину, но Кремль открыт к этому предложению. Они знали много ядерных секретов. В США заговорили о серии подозрительных исчезновений и смертей. За последние годы при загадочных обстоятельствах погибли или как сквозь землю провалились несколько ведущих ученых и военных, работавших в сфере космоса и ядерного оружия. По данным Fox News, 2023 года зафиксировано не менее 10 таких случаев. Среди них внезапная смерть сотрудника НАСА Майкла Хиггса, который занимался исследованием комет и астероидов. Исчезновение в июне 2025 года специалиста Лос-Аламосской лаборатории Мелиссы Кассиас, работавшей над ядерным оружием. И последнее громкое дело – исчезновение в феврале этого года отставного генерала ВВС США Уильяма МакКасланда. Он имел доступ к сверхсекретной информации, включая данные по неопознанным летающим объектам. Делом уже заинтересовались в Белом доме, и, по словам Трампа, это может быть обычное совпадение, но, вероятно, будет проведено расследование этих странных смертей. Не исключается версия с похищением. Но, знаете, при Байдене границы были открыты. Попасть сюда было не так уж сложно, но мы многих из них уже выдворили. Мы поймали очень много людей, очень много действительно опасных людей, включая 1000 убийц, которых мы выдворили из нашей страны, 1000 наркобаронов, которых мы также выгнали из нашей страны, сотни тысяч заключенных, которых впустили в США и которых мы затем выдворили. Американский президент-диктатор, демократия в США – болтология, и Путин не по зубам США. Лукашенко заявил, что в Беларуси демократии и прав человека во 100 крат больше, чем в Соединенных Штатах, и посоветовал Америке поучиться демократии у Беларуси. Громкое заявление прозвучало во время интервью телеканалу Russia Today. Лукашенко назвал всю американскую риторику о демократии и правах человека болтовней и упрекнул США в том, что они действуют как классические диктаторы. Однако обвинения в диктаторе
диктатуре были обобщенные, имя Трампа при этом не звучало. Далее уже с упоминанием Трампа Лукашенко заявил: лидер Белого дома показал всему миру, что США не всемогущий, и добавил: по военной мощи США, конечно же, супердержава, но вот суперсилой их уже не назовешь. Самым наглядным доказательством этого, считает Лукашенко, стала операция Вашингтона на Ближнем Востоке. Если американцы не смогли справиться с Ираном, я это давно сказал, не лезьте в Китай. Там такая мощь, с которой они справиться никогда не смогут. Руководство Америки поняло, что они супердержава, но не сверхсила. И этим самым, это главное, они дали надежду на то, что американцы, поняв этого, будут считаться не только с Китаем и Россией. Экстренное решение правительства РФ Ленобласть, которая на днях была названа губернатором новым предфронтовым регионом России, всерьез готовится к войне. Губернатор Дрозденко на этот раз распорядился срочно сформировать мобильные огневые группы для защиты заводов и критической инфраструктуры от украинских БПЛА. Формировать эти группы планируется из самих ленинградцев. Дрозденко призвал местных жителей с боевым опытом, а также отставников прийти в военкоматы. Всю материально-техническую базу, автомобили, оборудование и инвентарь, говорит губернатор, оплачивают областное правительство и сами предприятия. А командовать новобранцами будут командиры 6-й гвардейской армии ПВО. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить 3-летний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. При этом максимальная служба на казарменном положении для защиты ленинградского неба от 2 до 6 месяцев. Никаких специальных контрактов для резервистов не существует, заявил в комментарии The Insider правозащитник Григорий Свердлин. В период мобилизации все контракты становятся бессрочными, поэтому россиян, подписавших контракты, куда захотят, туда и отправят. Могут и в окопы на линию фронта. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если вы оставите свой лайк, комментарий, сделаете репост этого видео. И до встречи, как всегда, уже завтра.